Всем привет! Вы на канале Красота и Бисер. Сегодня я вашему вниманию предлагаю простой браслетик, выполненный в классическом черно-белом цвете. Квадратики черно-белые немножко сдвинуты за счет плетения, они неровные, и это придает браслету своеобразную оригинальность. Браслет выполняется легко, несложно, времени занимает немного, но смотрится элегантно и может украсить вас и в будни, и в праздники под любой вид одежды. Так что, если вам нравится браслетик, присоединяйтесь, и мы выполним его. Для браслета понадобится бисер двух цветов. Я взяла белый и черный чешский. Мононить я взяла черную, чтобы вам хорошо было видно. И игла номер 12. И для начала набираем 5 белых бисерин и 6 черных. Проводим наш набор к концу нити. Оставляем кончик для прикрепления застежки. И первое мы пропускаем 2 черные бисеринки и проводим иголочку сразу в третью. Вот так. Теперь набираем одну черную бисеринку, одну черную пропускаем и в следующую проходим. Снова набираем черную бисерину, пропускаем черную и проходим в белую. И теперь у нас беленькие бисеринки. Набираем одну белую бисерину, одну пропускаем, следующую проходим. И последняя бисеринка в этом ряду, беленькую пропускаем, одну и в последнюю проходим. Я показываю на фрагменте, чтобы вам хорошо было видно и долго не тянуть нить. Обратите внимание, у нас там, где начинается нить, с того ряда идут нечетные ряды. И в нечетных рядах мы будем белых добавлять 3 бисерины, а черных 2. И вот начинается у нас третий ряд. Нам нужно сделать 3 бисеринки добавить. Набираем одну и проходим в следующую. Снова набираем бисеринку. Проводим в следующую. То есть мы проводим иглу в бисерину предыдущего ряда. И последняя, третья бисеринка, мы иголочку проводим в черную бисеринку. Вот так. И черных бисерин у нас добавляется 2. Вот здесь нужно не ошибиться, потому что переворачиваются они в начале и плохо видно, где какой ряд. Вот мы набираем одну черную бисерину и проводим иголочку в бисерину предыдущего ряда. Одна черная бисеринка и вторая в последнюю. Вот так. Поворачиваем, и это у нас будет четный ряд. В четном ряду мы наоборот добавляем 3 черные бисеринки и 2 белые. Вот у нас четвертый ряд. Мы
должны добавить 3 черные бисерины. Набираем одну и проходим в бисерину предыдущего ряда. Одна у нас будет. Вторая. И третья. Третью мы проходим уже в бисерину другого цвета. Вот так. И 2 белых бисеринки нужно добавить в этом ряду. Одну добавляем, проходим в беленькую, одна, и последняя бисеринка проводим в последнюю. Поворачиваем. У нас нечетный ряд. В нечетном мы добавляем 3 белые бисерины. Третью мы всегда проводим в бисерину другого цвета. И 2 черные. Поворачиваем, у нас четный ряд. Здесь мы добавляем 3 черные бисерины. И третья бисеринка мы проходим, как обычно, в бисерину другого цвета. И 2 белые бисеринки. Следующий ряд у нас нечетный. Добавляем 3 белые бисерины. Уже рядов больше, и лучше видно плетение и как ложатся бисерины. Третья белая бисеринка. И 2 черные бисеринки. Одна. Вот так. И вторая. Последнюю бисеринку этого ряда. Поворачиваем. У нас четный ряд. В нем мы набираем 3 черные бисерины. И 2 белые. Поворачиваем, и у нас нечетный ряд. Теперь мы меняем цвет. Цвет меняла я тогда, когда у меня с каждой стороны по краю шло по 4 бисерины. Вот белых 4, раз, два, три, 4. И черных также раз, два, три, 4 бисерины. И так как у нас это нечетный ряд,
мы набираем 3 черные бисерины. Вот берем черную и в беленькую предыдущего ряда проводим иглу. Вот так. Одна. Вторая. И третья. Она идет в бисерину другого цвета. И теперь 2 беленькие. Одна. Вторая. Последнюю бисеринку. Поворачиваем. У нас четный ряд. И в нем мы будем делать добавление белых 3 бисерины. Одна. Здесь хорошо видно. Предыдущий ряд у нас другой цвет. Поэтому мы проходим в беленькие бисерины. И третья у нас идет в бисерину другого цвета. И 2 черные. Да? И вторая. И у нас снова нечетный ряд. На него указывает конец нити. И тоже плетем черным бисером, чтобы было 4 с краю, и белым, чтобы тоже было 4 с краю. И тогда тоже меняем цвет. И так плетем, меняя цвета, чередуя их до необходимой длины браслета. Я проплела браслетик до нужной мне длины и с этой стороны прикрепила застежку. И на второй части застежки я покажу, как я ее прикрепляла. Вот у нас ниточка выходит из последней бисеринки. Я прохожу иглой в нижнюю бисерину и делаю круг, чтобы выйти в бисерину, которая выступает. Видите? Вышла иголочкой во вторую бисеринку, ниточка из нее выходит. И теперь набираю на иглу 4 белых бисерины, 5 черных и колечко для второй части застежки. И провожу иголочку в последнюю бисеринку этого ряда. У нас получается петелька. Поворачиваем и проходим сразу в последнюю из 5 набранных. Вот так. Она как бы будет набранной бисериной в новом ряду. И теперь проходим в следующую бисеринку этого ряда, как бы его продолжая. Подтягиваем, и у нас петелька ложится не от первой бисеринки, а следующей. И дальше проводим в следующую черную бисеринку, уже не набирая бисерин. Вот у нас из черной выходит. И теперь можно набрать белую, чтобы не было такого большого зубца. Дальше проходим в следующую бисеринку этого ряда. И теперь можно подняться в наши 4 бисерины белые, которые мы набирали для петельки. Вот 4 мы проходим беленькие. Теперь я колечко пропускаю, для того, чтобы оно зафиксировалось и не играла по петле, и прохожу в 4 черные бисеринки. И когда я подтяну, у нас колечко закрепится на серединке.
и оно не будет двигаться, и будет хорошо и удобно застегивать браслет. И теперь можно по бисеринкам пройти вниз по браслету, завязать узелок, обрезать ниточку, и браслетик будет готов.